Привет, друзья! Это Валерий Табаков, юрист по профессии, болгарин по корням, русскоязычный по челюсти и пока что украинец по паспорту. Садитесь удобнее, наливайте себе чайку или что-либо покрепче, может быть даже с коньячком, потому что сегодня 7 марта 2026 год, и это будет настоящий мировой обзор. Сразу предупреждаю, без прикрас. Мир окончательно съехал с катушек, а Украина, как всегда, оказалась в самом пролете, в хвосте событий. Поэтому держитесь крепче. Сейчас разберем все по полкам, без лишней воды, без политкорректной цензуры. Именно так, как я всегда говорю, прямо в лоб и с фактами. Начинаем с главного удара по башке. Уже идет 7-й день полномасштабной войны между США с Израилем против Ирана. Все началось 28 февраля совместными ударами по иранским военным объектам, ядерным сайтам, правительственным зданиям в Тегеране, Исфахане, Куме и других городах. Трамп вышел и начал орать в своих твитах и заявлениях: безоговорочная капитуляция или полный звездец. Израиль и американцы бьют по баллистическим ракетам, пусковым установкам, командным пунктам и уже заявляют, что уничтожили 60% пусковых установок Ирана. Но Иран не сдается, отвечает сотнями баллистических ракет и, главное, тысячами тех самых «Шахед-136», дешевых камикадзе-дронов, которые мы тут в Украине уже 3 с лишним года сбиваем, как назойливых мух. Взрывы в Тегеране, пожары по всей столице, удары по базам США в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, погибли американские военные. Израиль в огне, нефть подскочила до небес, цены на бензин по всему миру уже кусают за карман. Россия, конечно, не осталась в стороне. По данным американских источников, Москва передает Ирану разведданные, включая координаты войск и баз, чтобы те могли точнее бить по американцам, а Иран в ответ продолжает поставлять те же шахеды России для фронта. Замкнутый круг, мать его, где все дерутся, а мы платим цену. Теперь самое важное для нас, украинцев, из-за этого всего переговоры между Россией и Украиной просто поставили на неопределенную паузу. Планировали трехсторонний раунд под эгидой США, вроде как в Абу-Даби на 5-6 марта, сегодня уже 7, то есть бац, и отменили. Зеленский выходит в обращении и говорит четко: нет необходимых сигналов для встречи, пока ситуация с Ираном не устаканится. Ну, все это, конечно, на украинском. То есть, пока Ближний Восток полыхает, дипломаты в панике бегают, внимание всего мира переключилось туда. Нам даже нормально поговорить не дадут. Все ушло на Иран, ракеты, дроны, переговорщики, ресурсы, а мы тут сидим и ждем, когда нас в очередной раз забудут в большой геополитической игре. Злые дяди. И вот еще один, друзья, прикол, который бьет именно по нам. Украина пытается монетизировать свой горький опыт и предлагает экспортный хит, экспертизу по борьбе с шахедами. Мы же, как все знают, настоящие мастера в этом деле. Сбили их десятки тысяч за годы войны. США, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания – все стоят в очереди.
Дайте нам ваши перехватчики, джеммеры, тактики охотников за дронами, низкозатратные системы. А Зеленский типа такой: конечно, с радостью, но взамен дайте нам Патриот и раз, три. Потому что у нас ПВО на исходе. А теперь, друзья, самое смешное и грустное одновременно. За эти 3-6 дней войны в Иране сожгли больше Патриот, чем Украина использовала их за всю войну с 2022 года. Запасы НАТО и США утекают на защиту своих баз в заливе, а Киев сосет лапу и рискует остаться без неба. Россия видит это и, конечно, может в любой момент опять накрыть нашу инфраструктуру. И привет! Новая незламная зима, без света, без тепла, без надежды. Короче говоря, война в Иране – это прямое продление нашей собственной украинской войны. Меньше оружия для нас, меньше внимания мировых СМИ, меньше шансов на хоть какой-то компромисс или мирный договор. А компромисс нужен срочно и по территориям, и по гарантиям, и особенно по языку. Потому что пока весь мир пялится на Иран и Трампа, у нас тут тихо, почти незаметно. 1 марта Нацкомиссия по стандартам государственного языка утвердила новый украинский правопис как единственный официальный языковой стандарт. Это очищение от русизмов, полная унификация для судов, школ, СМИ, официальных документов. Все по постановлению Рады от января. Это якобы укрепление роли украинского. Омбудсмен по языку уже требует поднять штрафы в 2-3 раза до 35 тысяч гривен за русскую музыку в машине, за книги на полке, может быть даже в туалете, за простой разговор на улице. Представьте картину. Сидишь в кафе с друзьями, сказал по-русски: а подайте мне кофе, а к тебе тут пах, подходит патруль, бац, протокол, штраф, унижение. Это уже не единичные случаи, друзья, это выстроенная система геноцида, давления. Зеленский, как и всегда, в публичных выступлениях держится исключительно украинского. Ну, правда, у него там такая хрипотца, явно не украинская. Даже если где-то он и оговаривается на присухе, сразу летит мем по сети. А я вот сижу здесь, снимаю, друзья, видео на русском. Говорю открыто, без страха. Русский язык де юре не запрещен там, где я нахожусь. Но де-факто в Украине его методично душат, друзья. Выехать из Украины, конечно, тоже сейчас сложно. Поэтому это чистой воды дискриминация русскоязычных, особенно мужчин призывного возраста. И особенно в ситуации, когда война тянется годами, а языковой гнет только нарастает, становясь инструментом внутренней политики. Коротко по другим горячим точкам, чтобы вы были также в курсе. Климат Ла-Нина слабеет. На подходе Эль-Нино. Ждем новых аномалий жары и катаклизмов. Венгрия с Орбанов опять дерется с Украиной по нефтепроводу «Дружба», по задержаниям инкассаторов Ощадбанка и газовым вопросам. Трамп внутри США рубится с республиканцами в Техасе на праймерис, пока мир горит. Вывод напрашивается сам собой. Пока весь мир смотрит на Иран, Украина теряет драгоценное время, оружие, ПВО, людей и последнюю надежду на нормальный диалог.
Русскоязычным приходится особенно туго. Нас давят языком, пока другие решают глобальные войны. Но, друзья, мы не ломаемся, и я не ломаюсь, и вы, друзья, держитесь. Пишите в комментариях все, что думаете. Верите ли вы, что эти переговоры когда-нибудь реально возобновятся? Делитесь своими историями, как вас уже прессуют за русский язык, за песни, за книги, за простые слова. Лайкните, если согласны, подпишитесь, включите колокольчик. Вы знаете, зачем это делается. Это был Валерий Табаков. До следующего выпуска. Не сдаемся никогда.